Анна и Александр Калашниковы – очень молодые приемные родители. Когда Анна забирала из детского дома девочку Леру, ей было всего 22 года. Увидев фотографию Леры в федеральной базе данных, она сразу почувствовала – это ее ребенок. Недолго раздумывая, она отправилась в детский дом. Анну и Александра не испугало даже то, что у Леры была 5-я группа здоровья. Диагноз ДЦП и множество сопутствующих заболеваний. Директор детского дома и врачи с тревогой и недоумением пытались их отговорить. Вы вообще понимаете, что вы делаете? Но родители с первой минуты твердо решили – это их дочь, и они заберут ее домой. Их историю смотрите прямо сейчас в моем фильме. Но я могу сказать, что я ее увидела, и у меня было полное ощущение того, что я уже люблю этого ребенка, что вот он мой. И я за нее была готова бороться и идти напролом. Ваши слова у меня сразу в голове вторым звуком идет ее плач. Просто. Я вспоминаю те дни, и у меня кроме ее плача, пронизанного болью и страхом, у меня ничего как бы в памяти не всплывает. Это было страшно. Первый вопрос. Аня, когда вы взяли ребенка, вам было 22 года. Да. А вам, Александр, сколько? На данный момент 27 лет мне. Тогда было 26, получается. 26. Ну, совсем молодые, ребят. Откуда у вас пришла эта мысль вообще? Вообще, в принципе, даже сами взаимоотношения между Аней и мной, они изначально были... Все очень быстро развивается у нас постоянно. Да. Во всех смыслах имеется в виду. То есть мы очень начали быстро общаться, быстро жить вместе. У нас родился сын, мы построили дом, мы завели собак, а потом спустя 2 года получается, пришла идея взять ребенка. Вообще, как это получилось? Предложила я. Вообще, у меня так получается, что у меня мама по профессии инспектор по делам несовершеннолетних. И я с детства слышала от нее вот эти истории, иногда которые без слез было слушать невозможно, про то, как изымают детей, как их бывает плохо, они находятся в каких-то опасных ситуациях. Вот. Она сама лично изымала детей из семей, помещала в детские учреждения, и она приходила каждый раз с работы и постоянно плакала. И вот эта боль, я и пропиталась немножко. Вот, я ее прочувствовала. Но еще я почему-то помню такой момент, когда лет, наверное, в 14 мы с мамой смотрели какой-то новогодний фильм. Это был фильм «Моя мама Снегурочка». И эта картинка, как мальчик в конце фильма бежит к женщине на руки, она почему-то меня тогда уже довела до слез. И меня вообще сама по себе очень такая сентиментальная. Чувствительная. Да. Саш, скажи, пожалуйста, расскажи хотя бы кратко о своей семье. Семья у нас, скажем, обычная рабочая. Нас 3 в семье из детей, имеется в виду, семья полная. В принципе, я сам не из самого города, а из района. То есть жил, получается, до 18 лет в селе, называется Краюш. В принципе, я из семьи старший, поэтому все обеспечивающие жизнедеятельность младших сестер и братьев, так скажем, брат и сестра, возлагали на меня, грубо говоря, за них ответственность как родителя. И поэтому для меня это не сложно, в принципе, то есть воспитывать детей и, в принципе,
давать им то, что давал бы любой другой родитель. Саша, Ань, скажите, куда вы спешили? Аня, тебе 22, Саше 26. Пожили бы в свое удовольствие. У нас есть жилье, у Так, нас есть Работа, у нас есть хорошая работа, да, В чем мы опыт. разбираемся хорошо, в У принципе. нас результаты. есть время. Ну, вот я располагаю временем, у меня такая работа, что я как бы... Ну, да. На себя работает. Да, если у меня хочешь. детский центр, то есть дети всегда могут даже пойти со мной на работу, если вдруг они не пошли в детский сад. Аня, а чем вы занимаетесь? Кем вы работаете? И Саша тоже Я скажите. руководитель детского центра, преподаватель по эстрадному вокалу. То есть у меня такое детское пространство, в котором можно, ну, в общем, заниматься разными видами деятельности для детей. Саша, а Я- вы чем занимаетесь? Да, вот, я занимаюсь, ну, сейчас уже менеджер по продажам, но Мгм. это в розничном магазине происходит. Вот, больше всего помогаю людям как бы найти напольное покрытие, которое им нужно, в принципе. Давайте вернемся в тот момент, когда Аня, Саша вам сказала: Саша, давай, ну вот, возьмем ребенка. Как вы, Саша, отреагировали на это, да? И что сказали Ане, если вы помните, конечно, этот момент? И как вы дальше начали действовать? Но это было не в моменте сразу, то есть давай возьмем ребенка, то есть это не так звучало, а больше, наверное, по течению жизни вместе, то есть мы Мы обсуждали открыты эту друг тему другу, как бы поэтому, и до этого, то есть когда... это Да, не сразу произошло, это уже были наработки этих мыслей, просто они возникли уже конкретно в тот момент, когда мы уже были оба готовы к этому. И она просто вот предложила этот момент рассмотреть. почему бы это сейчас Я делать? подумал, ну, то есть у меня не было никакого возражения, в принципе, я такой думал, ну, как бы, это новый опыт для меня, для нашей семьи Да. в целом, то есть... и Это точка роста была. это точка роста, да, многих. Потому что любые сложности, мы считаем, что они делают нас умнее, сильнее, и мы, как сказать, мы с ними учимся справляться. И от этого мы становимся, ну, поднимаемся выше. Мы поняли, что каждая, ну, сложность или Да. идея, она все равно нарабатывает большое количество Опыта, и она опыта, прокачивает знакомства нас. с Да, разными людьми, интересами. это То есть очень это интересно. помогает нам по жизни в дальнейшем. Вот. У вас какая была цель? Вы хотели спасти ребенка? Вы хотели стать многодетной семьей? Или какая цель? Цель здесь, ну вот я скажу от себя, цели в принципе здесь не было никакой. Здесь было сам процесс, то есть ну, на повседневной основе какие-то действия все равно делаешь. Ну, цель, она понятная. Но то есть, для начала мы прошли школу родителей. ну, Вот. Да, ну это Мы решили, понятно. что мы придем ее. Это же нас ни к чему да, не да, то есть обязывает. нас ни к чему это не Нет, обязывало. мы просто поучимся. Нам, как родителям действующим, интересно пообщаться Кстати, с это очень психологами интересно, на самом деле. да, что было. разными специалистами. Конечно, интересно. Мы ее пройдем, а дальше мы посмотрим. У нас так и было. Мы никуда не торопились, Да. на самом деле. Мы пройдем эту Просто- школу, и как бы по итогам ее прохождения мы вообще поймем. Если мы к этому не готовы, Да, если она нас да. как бы немножко сломает, то мы скажем, нам это не нужно. Очень правильно. Вот. говоришь. Но мы ее прошли, и у нас появилось желание, но еще намного больше. Ну, Мгм. была очень хорошая школа приемных родителей. Пока мы ее проходили, мы смотрели базу данных. Ну, чисто Вот. так, да, вот смотрели. И однажды увидели там девочку. Знаменитая фраза супруги, это детский дом, это не магазин игрушек, грубо Да. говоря, то есть мы не исходя из этого. Там Да. начинаешь просматривать, и становится противно. Потому что ты как бы... Ты что, в Выбираешь, магазине? Ты выбираешь. И поэтому наша дочь была где-то, по-моему, на первой страничке, может быть, на второй. Мы забивали просто девочка от 1 до 5. Именно девочку, да. мы Да, девочку от 1 до 5. Ну, почему девочку? Потому что хотели. мальчик есть, и чтобы не было какой-то конкуренции, Диссонанс. да, не было как сказать, сыну все равно принять ребенка другого пола легче. Ребят, а на момент, когда вы пошли в школу приемных родителей, сколько было вашему ребенку? Исполнилось 2 года. И я так понимаю, что была, Аня, легкая беременность, и, в общем-то, все, ребенок развивался нормально, все спокойно было, правильно? Да. То есть, Ну, ну, так, очень
очень так хорошо. Все очень хорошо, поэтому остался ресурс, были силы, и вы чувствовали, что вы можете, не знаю, там, помочь еще кому-то, еще помочь одному ребенку. Еще по работе я не так давно, до того момента, как мы приняли решение, начала работать с детьми с особенностями развития. Да, кстати. Это были дети с синдромом Дауна, дети с расстройством аутистического спектра, это были дети с ДЦП, спинальной мышечной атрофией. То есть я общалась с этими родителями, и вот момент, когда я для себя точно поняла, что мне это надо, и как бы мои страхи ушли, ну, все равно же я не так, что вот я уверена. Нет, у меня все равно были сомнения какие-то. Я думала, может быть, я делаю плохо мужу, может, я плохо сыну делаю, может, я вообще себе плохо делаю. У меня эти все сомнения были, и они отмелись на моменте, когда я была приглашена на мероприятие. Это было мероприятие для детей с расстройством аутистического спектра и синдромом Дауна, да, с ментальными нарушениями. И там вот в этой атмосфере, это было на природе, дети играли, родители. Я вижу, что это такие же дети и такие же родители, как бы. То есть дети с ограниченными возможностями здоровья, они, ну, в принципе, как бы глобально ничем не отличаются вообще. И страхи исчезли. Да. Ну, изначально-то у нас запрос был с первой группы здоровья, второй. Мы как бы и не думали о том, чтобы... То есть мы не думали, да, что у нас в голове этого не было. С ограниченными возможностями, грубо говоря. То есть вот. Да. Потом, естественно, уже когда процесс этот шел... Мы смотрели базу данных. Да, нам понравилась вот девочка, которая нас зацепила. Мы на ней остановились. Да, тут даже не понравилось, тут вот просто смотришь, и ты понимаешь, что дальше ты смотреть уже не можешь. Это какие-то такие, ну, необъяснимые эмоции для меня были, потому что, ну, дальше я уже не могла. На самом деле, ну, еще, да, и это тоже, но нас зацепило-то больше того, что у нее стоит 5-я группа здоровья, а на фотографии она выглядит совершенно здоровым ребенком. Да, и нам было непонятно, что с ней. Вы шли в это осознанно, в это приемное родительство? Вы понимали, какого ребенка вы хотите взять? Или вот на том этапе это пока было просто, вот увидели девочку, там что-то у вас там ёкнуло, вы почувствовали, что это мое, и все. Я такой человек, который верит только своим глазам. Вот я начала супругу о ней рассказывать сначала. Имя, возраст, фотография, город, ну, регион. Только потом я сказала, что но у нее 5-я группа здоровья. Нужно с этим разобраться. Я не представляла это как там все плохо, это 5-я группа здоровья. Нет, нужно с этим разобраться, потому что на фотографии это вполне себе здоровый ребенок. А почему-то вот так вот. Нужно было разбираться. Мы разбираемся. И мы начали... Да, у нас дом как раз строился в этот момент. Да. Были проблемы по строительству. И как-то у нас все так отложилось месяца на 2. Месяца 2-3. Да, 2-3 месяца. Я, причем, звонила региональному оператору. Так получилось. Да, я позванивала, а забрали ли ее, а кто-нибудь к ней приезжал. И так получилось, что они меня уже начали узнавать. И вот на крайний раз, когда я позвонила, они уже сказали, что давайте уже приезжайте, хватит уже звонить, приезжайте, мы вас очень ждем. Ну и я и приехала, в общем. Аня, а это какой город? В каком городе? Набережные Челны, это Республика Татарстан. Вот, от нас это примерно 6. Сколько? 5-6 часов, да, на машине. Примерно максимум 8 часов, да. Вот. Я, так как был очень сильно занят и работой, и строительством дома. Да, здесь нужно было разбираться. Все это как-то наложилось. Этот момент я упустил, как она приняла решение съездить сама туда. Я уже не могла просто сидеть на месте. Аня одна поехала, да? Да. Я сказала, я вот сегодня уезжаю ночью, буду завтра утром там. Я не могла по-другому уже, потому что
Мое терпение уже кончилось. Как я переживал, конечно, это было что-то Да. с чем. Аня, как они отнеслись, когда узнали, что тебе 22 года на тот момент было? Какие вопросы они тебе задавали в опеке? Какое у вас образование? Где вы работаете? Кем работает ваш супруг? Зачем вам это надо? А вы понимаете вообще, что вы делаете? Ну, Мгм. я аргументировала очень четко, для чего мне это надо и зачем. Вот. И, А что ты ну, тогда и- говорила? Аня, что ты тогда говорила? Ты помнишь? Для чего тебе это надо? Вот я тебе сейчас тоже задаю этот вопрос. И Саша тоже этот же вопрос задаю. На самом деле, для чего это надо, очень рассеяно, потому что Да не для какой-то одной конкретной не цели. для чего больше, наверное, не для чего-то, а для чего-то это же что-то, то есть взамен получить. Да, мы В любом делаем случае, ничего, ну, как бы, мы делаем, не ожидая чего-то, на самом деле. да. То есть главный процесс, опыт, и, в принципе, очень много знакомых реально начинает появляться, потому что... Это интересный жизненный путь мы проходим. Ну да. Но я могу сказать, что я ее увидела, и у меня было полное ощущение того, что я уже люблю этого ребенка, что вот он мой. И я за нее была готова бороться. И идти напролом, мне было вообще все равно, куда, что я делала. Но вот какая-то энергетическая невероятная связь, и, не знаю, связь с космосом, возможно. Потому что я поставила, значит, ее фотографию сына и ее фотографию в коллажик на экран телефона, пока я туда не приехала. Просыпалась с утра и смотрела эту фотографию. И вот у меня уже было в голове, что вот это два моих ребенка. Вот когда я туда приехала, у меня было внутри чувство, что мой ребенок сейчас там лежит, и мне его надо вырвать просто оттуда любыми способами. Вот, поэтому было без разницы, чего я говорю уже. При этом хочу отметить, что у них, когда вот первый раз они встретились, когда ее принесли, Да. У них сразу же возникла вот эта вот связь. По словам сотрудников детского дома, наша Лера, к ней приезжали кандидаты, она никому не пошла на руки. Она кричала, и там есть отказы. Либо у кого-то написано, что, ну, как бы они даже с ребенком не познакомились, документом посмотрели, диагноз сказать. А у кого-то написано, не установлен контакт. Потому что она, ну, кричала и никак. А когда мне ее принесли, она, во-первых, на 3-летнюю точно не тянула. Она была 60, там, сколько, 70 сантиметров, как полугодовалая. Мне вот ее дали на руки, я это прекрасно помню, она прижалась ко мне. Помню, это было то ли щечкой, то ли лицом, но она меня схватила, и такое ощущение, что она вот все, она меня не отпустит уже никуда. Потом мы с ней провели время, ее я как бы на руки никому уже не отдавала. Я ее сама унесла в эту кроватку, положила, где она там была. Когда ее положила, она начала истошно кричать. Просто плакать в истерике на взрыв. Ну, ее там воспитатели успокоили, там мама скоро придет, и все как бы, ну и вот. Скажи, как она выглядела, что она умела делать к 3 годам? Рост у нее был тогда 68 размер одежды, это примерно как полгода. Ну да. Голову она не держала, Не разговаривала. не разговаривала, не ползала. Не слышала, как будто бы бывало. Ну, то есть так вот. В своем, в каком-то пространстве, где очень плохо и страшно, и поэтому нужно постоянно только кричать. Причем, ну, понятно, что от страха. Очень легкая по весу была. Очень легкая. Килограмм 7-8, наверное, весила. Больше. 6-7, как-то так. То есть она, в каком она была состоянии? То есть она была лежачий ребенок? Да, лежачий ребенок. Она лежала в группе в кроватке. Все. Но она как бы только лежала. А еще у нее на голове сзади... Пролежень была. Пролежень, не было волос, в принципе. Ну, то есть да. немножко было спереди, по бокам. Вот тут висит, уже... а сзади лысинка. Ань, ну ты увидела вот такого ребенка сложного, лежачего в 3 года. Ты же уже понимаешь, в принципе, да, то есть ты уже мать и прекрасно понимаешь, как должен развиваться ребенок. Тебе не стало страшно? Здесь надо отдать должное сотрудникам детского дома.
Они очень приветливые, они были настроены так, что это наша любимая Лера, она очень хорошая, и мы очень хотим ей найти маму и папу. И они вот ее прям вот... Презентовали. Они ее очень хорошо представили, да. Мгм. Как-то поддерживали очень, и поэтому им большое спасибо. От них не было каких-то отговорок, наоборот, поддержка была. Хорошо. Саш, Аня вам показывала такого ребенка, да, там в 3 года. Видеосвязь я позвонила сразу. Да, вот я, ну, по видеосвязи, тем более, то есть за тебя не было тогда, ну, там, не знаю, сказать, Аня, остановись, давай найдем кого-то попроще. Нет? Что ты говорил Ане тогда? Вот в сейчас тот пытаюсь момент? вспомнить, что вообще чувствовал на тот момент и что я сказал. Но, естественно, я посмотрел. Ну, Был небольшой страх. да, но внешне Или чем-то она не новым, как всегда, выглядела, обычно, внешне страх. же она не выглядела как-то очень страшно. Конечно, нет. То есть я смотрел уже на будущее. Вот думал, ну, заберем мы ребенка, а что дальше? Что будем делать? Что мы будем делать? И я это все уже прокрутил в голове и думаю, ну, План есть. в принципе, возможность тоже есть. И я ей говорю, берем, Да. все, Он это просто сказал, забираем. забираем. Ребят, скажите, как отнеслись родители к вашей идее? Ань, вы же наверняка советовались с мамой. Саш, вы тоже? Мы не советовались, грубо говоря. Мы сказали. Мы просто сказали, что вот, все. Но мне было важно мамино мнение, Мгм. но я знала на 100%, что она меня поддержит. Ну да, то есть они же видят и смотрят, как мы движемся Да. вперед. То есть и сомнений в нас у них не возникало, как бы, поэтому не было какой-то проблемы обсуждения этого факта. То есть, Да, к Саше полное доверие. Мама просто ну да. приняла, сказала, молодец. Вот, а у меня... Ну, она меня спросила, как бы осознаю ли я все трудности, которые мы берем на себя. Ну, я осознаю их, поэтому, в принципе, это очень просто. Садись сама. Лер. До конца. Хорошо, молодец. Кто-то из взрослых сказал вам, ребят, ну поживите для себя, ну куда вы спешите? Ну, мы кроме родителей никому и не говорили вроде бы. Мгм. Потом уже... Потом- Все узнали потом, когда мы ВКонтакте выложили фотографии из детского дома. Вот, всей семьей. А вам не хотелось пожить для себя, ребят? Ну вот просто вот Как вырастить ребенка, не знаю, может быть, даже... Что делать в остальное свободное время? Итак, вы забрали Леру, да? Понятно, что когда вы еще думали и искали детей в федеральной базе данных детей-сирот, да, то есть это были одни мысли. Но когда ребенок у тебя появляется на руках, это вот начинается настоящая жизнь. Вот с этого момента ты осознаешь, что ты стал приемным родителем. И вот этот ребенок, он твой. Сейчас ваши слова, у меня сразу в голове вторым звуком идет ее плач. Просто. Потому что Вот так. я вспоминаю те дни, и у меня кроме ее плача, пронизанного болью и страхом, у меня ничего как бы в памяти не всплывает. жутко. Это было страшно. И Видеть? по несколько, не знаю, час точно. Она просто плакала. Вот есть же там период адаптации, как бы сначала Да, все хорошо, потом все плохо, потом все хорошо. А у нас сразу было вот это вот, она на нас вывалила все, что она терпела 2 года там. Да. Она просто плакала, плакала и плакала. Без остановки. В любой ситуации, кричала. в любом Да. И случае. это был необычный Что бы плач. ты ни говорил, что бы ты ни делал Да. для нее, все. Просто Ей все страшно было. Все было страшно. Очень придет страшно. То есть она не успокаивалась. А вы тоже еще молодые родители, причем опыт у вас был такой положительный, я так понимаю. Сын Да. у вас спокойный, все хорошо, и тут вот такой ребенок кричащий. Что делать? Вот что вы делали? В первую ночь с нами была мама моя, Мгм. и я это помню хорошо, что мы с дороги были уставшие, и вообще, в принципе, это эмоции сильные.
Лера проснулась ночью и просто орала, очень громко кричала и плакала. А я так хотела спать. И мама, вот я ей Она прям была, кстати, там. большое спасибо, да. Она у меня взяла ее на руки и сказала, иди спи. Я потом уже слышу, она не плачет, выхожу, спрашиваю, что ты с ней сделала, как ты смогла ее успокоить? Она говорит, а я просто ее покормила. Все. И вот. Ребенок просто хотел есть. Кстати, да. Расскажите вообще, как прошла вся адаптация? Насколько она была сложной? Ну, она сложная была. Я да. вообще сначала думала, что вот мы ее привезли, все, мы полетели, побежали по неврологам, по массажам, ЛФК и вообще. По занятиям, да. По факту оказалось главной проблемой не тот диагноз ДЦП, написанный на бумаге, а психологическая Психологическая, да. травма. Это было первое, что нужно было лечить. Вот. А ее ДЦП это вообще второстепенная проблема. Там есть решение, пути решения, и есть вероятность того, что это все исправить можно. То есть это Да. уже мы делаем. Мы будем в ней вот эту энергию жизни. Да, А у нее, ребята, а у нее ментальные нарушения есть? То есть Нет. она сохранна интеллектуально? Да, у Интеллект нее сохранен. сохранен. Более чем. Но мне Мгм. поначалу говорили, что, скорее всего, нет. То есть прогнозы были такие прям, что это, лежачий, глубоко больной, тяжело больной ребенок. Да, они не в темп идут возраста, немножко отстают, но... Но мы понимание сейчас нагоняем. возникает. Мы даже То сейчас есть ходим в обычный детский сад в группу с детьми почти ее возраста, и, как бы, по словам уже специалистов, догоняем, она, догнала их. А какие у нее диагнозы были поставлены на момент, когда вы забрали У ее? нее была белковая недостаточность, в общем, что-то у нас по эндокринологии какие-то Да, проблемы были. кишечника. Понятное дело, что она там размер роста не совпадала. Детский церебральный паралич, спастический тетрапарез, который мы потом поменяли на спастическую диплегию. 5-й уровень двигательных нарушений мы изменили его сейчас на 3-й. Думаю, что сейчас мы выйдем уже на 2-й. Мгм. Вот. Из сопутствующих диагнозов. Косоглазие. Да, с глазом у нас Подмечалось. были проблемы, то есть ретинопатия недоношенных была, так как она недоношенный ребенок. Возможно, атрофия зрительного нерва, Да. но это Возможно, все, что-то да, такое. это все у нас не подтвердилось в будущем, в последующих наших действиях. Аня, в каком году, Саша, вы забрали Леру? В 23-м. 23-й, да. То есть Да, год, год назад. год 23 назад, лет. год назад вы забрали Леру. То есть Мы забрали 5 октября, в Да. День учителя, в мой профессиональный праздник. Мгм. Очень приятно было отметить этот день так. Вот. Год реабилитации прошел более чем успешно. Из полностью лежачего ребенка уровнем развития на полгодика у нас сейчас девочка 4 лет, которая входит в детский сад, поет на сцене, знает цвета, некоторые звуки, цифры, умеет читать до 10. Разговаривает хорошо. Хорошо разговаривает, да. Ну и, Мгм. в принципе, выражает свои мысли, что самое Да, главное. самое главное, может объяснить, что она думает и что она хочет. Что самое сложное было за этот год? Вот просто Самое сложное это- нестерпимо. Мгм. Не потерять, наверное, себя, да, Да, держать в баланс. этом всем. Потому что все равно это большая ответственность. Большая И ответственность за все. помимо не фокусироваться только на ребенке вот на этом. Именно, да. Потому что кроме вот этого, эта чаша перевешивает, конечно, Мгм. да. У нас еще есть свои взаимоотношения, у нас есть Мгм. еще один ребенок, у нас есть домашнее хозяйство, еще есть работа. Да. Вот. И держать баланс. Колесо баланса, чтобы оно у нас Иногда было этот баланс нарушался. Да, были там какие-то недопонимание. недопонимания. Да. Но главное не накручивать этот снежный ком. сильно-сильно, да, не раскручивать. Вот вы не ответили на вопрос, что было самым трудным за этот год. Саш, вот для вас. Что для вас было, ну вот прям очень тяжело? Что тяжело удалось? Оставаться в ресурсах, наверное, больше. Ну, вот. Мгм. То есть, чтобы энергии моей мужской, так сказать, да, хватило Да. на всех, и на работу, и на дом, потому что еще у нас ремонт идет Да. вовсю.
допустим, какие-то внешние Папа обстоятельства. должен быть в ресурсе, чтобы не только дома быть папой, а еще и быть на работе работником, чтобы содержать свою семью. Ну, естественно, да, то есть, ну, я опять же говорю, это большая ответственность, и для этого нужны просто ресурсы. Вот, это самое сложное, Не потеряться да, в своих мыслях. восстанавливаться, чтобы, ну, в принципе, чтобы была поддержка. Она была, в принципе, со всех сторон, поэтому ресурс, он всегда прибавлялся. Вот, допустим, я дома был какое-то время на выходных, да, там, с детьми, тут же Лера, ну, это в первые вот моменты за год, да, допустим, там какие-то проблемы небольшие, задачи, множество, то есть все равно же это физически, даже психоэмоционально пожирает, грубо говоря, вот. Истончаешься, допустим, ложишься спать, приходишь на работу, там восстанавливаешься. То есть там уже нет такого, там другая ситуация, там ты за счет того, что я помогаю людям, грубо говоря, восстанавливаюсь, насыщаюсь этим, прихожу домой и снова в позитиве уже начинаем там решать какие-то бытовые задачи. Дома отдыхаешь от работы, а на работе от дома. Да, да. Аня, а для тебя что было самым сложным? В общем-то, больший груз. Выдержать вот этот вот ритм жизни, что я постоянно в борьбе. Ну да. Я потому что наша дочь – это моя борьба. Это моя война, которую я должна выиграть. Ну, у меня вот такое ощущение. Потому что каждый день ты просыпаешься, засыпаешь с мыслью, а что ты можешь еще сделать? Куда ты можешь еще обратиться? Куда ее сводить? Какую игру поиграть, чтобы ей помочь? И вот это каждый день, главное не сойти с ума. Не помешаться на это. Уметь расслабляться и отвлекаться. В этом мне помогает моя работа. Вот. Там тоже есть дети, но там другие задачи. В общем, мы вышли на прогулку. Вот так вот мы теперь умеем. Класс! Но, ребят, вы же понимаете, что ребенок с ДЦП это ребенок, которого нужно будет все время реабилитировать. Всю жизнь практически. Вопрос с диагнозом на самом деле неоднозначный. Потому что на момент, когда мы ее забирали, у нее был тетрапарез. То есть и руки, и ноги. Не работают. Да. По факту оказалось, что руки достаточно у нас рабочие. Мы все ими можем делать. Никакого тетрапареза здесь нет. Дети, как нам говорят наши реабилитологи, с которыми мы занимаемся, дети с ДЦП, которые на самом деле ДЦП, они не восстанавливаются так быстро. То есть год назад ребенок не держал голову, а сейчас он ходит заднеопорными ходунками, и у него все хорошо. Вот. Они так быстро не восстанавливаются. Какая здесь степень ДЦП, в какой мере на самом деле поражение мозга сказались на его двигательных функциях, непонятно. Потому что этот диагноз отягощен психологической травмой. И если рассматривать это, да, вот как весы, то для меня психологическая травма, она превышает этот диагноз поражения мозга. Потому что ребенок, если 2 года лежит в кроватке, да, все вокруг играют, она одна единственная лежит в кровати и смотрит в потолок. Ну, как говорят правильно, вот когда страшно, бей, беги, замри, вот у нее была... Ее реакция замри. Она просто замерла и... Здесь прям вот конкретно ставить крест какой-то нельзя. Потому что по мере времени прохождений, ну и, конечно, у нас ежедневная реабилитация. Все специалисты, с которыми мы общались, которые ее показывали, они все говорят как раз-таки непонимание сначала. То есть, у вас почему ДЦП? Вот, да. Почему ДЦП, хотя у нее там спастики никакой нет. Спастика в ножках есть не сильная. Для ее двигательных, как сказать, нарушений. То есть она уже, в принципе, могла бы сейчас сидеть, могла бы садиться, могла бы вставать, возможно, потому что никаких таких явных патологий не видно. Вот. Но это, опять же, со слов наших реабилитологов, здесь вот это замри еще сыграло роль. Но и то, что атрофировались некоторые мышцы за время лежания в кровати, конечно, их нужно прокачивать. Ну, да. И когда мы приходим, например, к каким-то среднестатистическим врачам ЛФК, специалистам,
И они нам дают курс лечения для обычных детей с ДЦП, это не всегда на ней срабатывает. Мгм. Здесь нужны специалисты, именно которые умеют думать. Разбираться именно, да. Да, у которых большой опыт и большие знания, чтобы здесь неординарный случай. Мгм. Здесь по обычному вот учебнику не прокатишься. Здесь нужно думать, видеть проблему и искать, как ее решить. Путь. Вот, ребят, скажите, мне интересно, то, о чем вы мечтали до того, как взять ребенка, и вот когда уже Лера сейчас в семье, вот реализовались все ваши мечты? Вы смогли свою энергию, свои ресурсы вот, ну, вот реализовать? Смогли. Вроде бы казалось, что это тяжело больной ребенок. Мы должны быть такими уставшими, грустными. Вообще у нас должно быть все плохо, наверное. Ну да. А у нас наоборот, жизнь раскрасилась красками. Мы узнали много людей, мы много где побывали, какие-то новые места, какие-то мероприятия. В общем, ну даже я вот стала раньше вставать, например. Мгм. И как-то жизнь наполнилась еще больше. Даже Скрасилась. легче вставать, так скажем, стало. Мгм. Да. То, что казалось трудным, не такое трудное, вроде как бы уже смотришь. Стало на это. легче. С другой стороны, смотришь на это вообще с легкостью, то есть нету каких-то блоков, вот этих Да, напряжений, и мы осознали ценность жизни и ценность... что как быстро, скоротечно идет время. Да. Ну, ты поровнее сядь ко мне спинкой. Вот, ровненько. Умничка. Да, самих себя и какие-то небольшие грустные моменты не воспринимаются так глобально, потому что у меня всегда есть мысль, что у меня 2 ноги, и я не езжу на инвалидной коляске. Я счастливый человек, и поэтому жизнь стала более позитивной. Ребят, ну за год вы Леру, по сути, там вертикализировали, да? То есть она Да, сейчас уже сидит, она уже сидит. Ну, сидит она еще, да, она как бы сама может сидеть, но еще так шатковалка, как бы, но мы идем к цели. Мы прошли в сентябре курс реабилитации в Москве, и после него, ну, скачок такой прям, вот можно сказать, мы поставили ее на ноги, потому что она начала стоять на 2 своих ножках. Они больше не подгибаются, ей не надо что-то там, чтобы у нее там вот, как ходунки раньше у нас были, с такой штучкой между ног, которая сидела, да, ей перестало быть больно. Она начала говорить? Осталось. Да, она начала говорить. Она говорит вот, предложениями, свои мысли. Да. Где-то она что-то умеет уже пересказывать. Например, она посмотрела мультик, прочитала сказку, Да. она пересказывает, что там было. И более того, она начала петь. Вот. Она занимается в ансамбле малышей, ее музыкальный руководитель я. Она выступает на сцене и вообще не боится сцены, то есть конкурсы, концерты. Для нее это обыденность уже. Концерт, ура, поехали. Ну, музыку она любит очень сильно. Хорошо, так интонирует. Ну, Да. Скажите, за год сколько было реабилитаций уже за этот год? Самая глобальная одна. Самая глобальная одна. Домашних реабилитаций, как это модные принято говорить, в фитнес-режиме. Они постоянно. Это плавание, массаж, АУФК. Терапия была. Терапия курсами была, да. Войта пробовали, но заменили на вовод. Да. Такая глобальная реабилитация, выездная, у нас была одна. Она проходила в клинике «Три сестры» в Подмосковье. И после нее был самый заметный толчок. Потому что там персонал, да, специалисты, они основываются на знаниях биомеханики. И как бы то, что здесь принято называть спастикой, у них это называется другими словами. И они понимают взаимосвязь работы тела, мышцы. Как раз они нам могут помочь, потому что у них очень много знаний и опыта. Чему она уже научилась? Скажите, вот сейчас что она умеет делать? Ей сейчас 4 года или сколько? 3,5? 4 года. 4 года. А чему она научилась в свои 4 года?
держать голову. Она научилась сидеть с опорой на ручке, и ручки уже опускает, может как бы играть, сидеть. А она умеет садиться с минимальной помощью из положения лежа в положение сидя с обеих сторон. Она умеет вставать, то есть сидеть и будет держать, за что-то держаться, она встанет. Она может постоять с опорой, она может... Зубы сама чистит. Да, сама кушает, сама пьет. Раньше невозможно было напоить ее, она воды вообще боялась. Ее, мне кажется, даже не поели. Возможно, не учили пить ее вообще. Она боялась. И вот так руки делала, и все. Как она на еду реагировала, это было что-то. Да. Как она реагировала? Как она реагировала? Она вот кушала порцию. Она ела очень быстро ела. Кушала, у нее кончалось, и она просто на взрыв начинала кричать. Все забывала. Потому что у нее кончалось. Да. Мы ели так. Я ставила кастрюлю перед ней и говорила, мы прямо с кастрюлей. Все есть. Да, все есть. Ты можешь есть кастрюлю. Понятно, что мы не разрешали есть большое количество. Но для психологического комфорта всегда кастрюля стояла рядом с ней. Мы могли из холодильника все достать, положить перед ней, сказать, у нас много еды, она не кончится, кушай, пожалуйста. Вот. Сейчас она даже отказывается, что я не хочу. Сейчас выбирает, раньше все подряд ела, грубо говоря. Сейчас выбирает. Сейчас я это не хочу, я это не буду. Это мы стабилизировали ситуацию. Скажите, а известно что-то о биологических родителях Леры? Да, мы сразу же... Я еще сидя в опеке, как только увидела его фамилию, имя, отчество, я сразу нашла во всех соцсетях. Так. Вот, потому что... Мы сами решили разобраться в ее ситуации жизненной. Истории, да. В ее родителей, грубо говоря, ну и вообще. Потому что она вырастет, и она нас спросит. Да. Мы от нее не скрываем, тайны никакой у нас от нее нет, потому что это ее корни, это ее опоры, фундамент и так далее. Она под опекой? Ребята, она под опекой или вы дочери? Под опекой, да. Она под опекой. Потому что мы тогда, чтобы быстрее ее забрать уже оттуда и начать с ней что-то делать, мы как бы опеку оформили. С удочерением просто дольше процесс. Да. Там суды и все остальное. А ее надо было спасать. Вот. А так, да, мы... Сами нашли связь. Да, мы выходили сами на связь с людьми, которые знали биологических родителей. Мы нашли бабушку. Еще и бабушка была. Мы нашли бабушку, я ей позвонила. Сказала, что ребенок у нас. Ну, она... Зарыдала. Она заплакала, да. Потому что там бабушка, в принципе, сколько ей сейчас лет? Ну, 7? Не знаю даже сколько лет, но бабушка в силу своего тоже заболевания, в силу своего состояния, она не могла ее забрать, потому что бабушка живет в отдаленном регионе, и никаких условий для ребенка там нет. Поэтому... С такими особенностями. Да, здесь нужно лечение, как бы, ну, бабушка бы объективно не потянула. Вот. Поэтому сейчас мы с бабушкой на связи, она поддерживает Веру, то есть и морально, и вообще во всех планах. Поэтому мы общаемся. Так поддерживать. Да, бабушка очень хороший человек. А родители? Что с ними? Мама есть, да. Она тоже в социальных сетях. То есть мы ее видим. Живет своей жизнью, грубо говоря. Да, и она нас видит. То есть, но как бы я разные чувства испытываю, конечно же. Мне за ребенка моего обидно, что мой ребенок из-за вот таких действий этого человека вот в таком состоянии. Это да, чувство там злости какое-то такое вот есть, но как бы я стараюсь про это не думать, себя этим негативом не наполнять, с благодарностью, что она не мешает нам поднимать ребенка на ноги. Ну, да. Она ведет какой-то асоциальный образ жизни, то есть какая у нее проблема? Проблема зависимости, да. И ну, у нее так сложилась судьба, мы ее не оправдываем ни в коем случае. Единственное, я скажу спасибо, что этот ребенок у меня есть. Благодаря ей у меня есть этот ребенок, и она не препятствует и не мешает. Не вмешивается. Да. Но в меру своих возможностей она тоже как бы вот нам
помогает, так сказать, потому что, ну, вот конкретно, да, что я могу отметить, это то, что, ну, на лечение ребенка нужны большие деньги, мы объявляем благотворительные сборы, вот сейчас второй у нас идет, и она информационно нам помогает. Да, она размещает информацию, просит каких-то людей как-то поучаствовать. В общем, такое вот Допустим. принимает участие, да. Потому что я считаю, что эти, как сказать, вот кто-то наоборот отрезает кровных родителей и все. Но я считаю, что лучше пусть они будут в поле моей видимости, и я буду контролировать ситуацию, что происходит. Потому что когда ты знаешь, то у тебя как бы... Да, когда Ты знаешь, знаешь, что хотя бы делать. ты уверен в этом. Да. А что вы делаете? Мы рисуем. Мы рисуем. Леросик, ты кого рисуешь? Это имеус. Мироус, ты кого рисуешь? Вот такой. Маша, медведь. Ага, понятно. Ребят, есть разница. Вот свой ребенок и ребенок из детского дома. Вот чувства, они разные, только честно. Но не... Да. Они разные, просто имеется в виду, в какой степени разные. Точнее, даже они параллельные, то есть они Они с наравне, интенсивностью одинаво идут, но не разные. но они просто разные по отношению к личностям. Это же личности, это взрослые будущие люди, то есть это все-таки люди. Это то же самое отношение, что там вот. Ну, не бывает же такого, что, допустим, к маме и к папе у вас одинаковое отношение. То есть Ну, нет, Мы же их одинаковые любим, чувства. но по-разному. Вот. Мы их любим, да, но по-разному. То есть, вот. Так же и с детьми. То есть, даже если бы это был кровный, опять же, дочка, то в любом случае Это были бы разные, параллельные. да, параллельные, но Поэтому. просто разные чувства. Как дети друг с другом контактируют? Скажите, насколько вот Артём, как он относится к Лере вообще? И как у них складываются отношения? Ну, он ее любит очень. У них любовь. Да. Он ее просто вот любит. Здесь не нужно питать себя надеждами какими-то. Ну, в плане того, что человек сильнее расстраивается или там обнадеживает себя, когда именно питает вот эти надежды, что И они у вот него я его полюблю, там, И допустим, он меня что-то, полюбит. он меня полюбит. Ребенок может быть разный, и в Он может и не зависимости полюбить нас. от вашего отношения или, допустим, От ситуации. ситуации, да, все может поменяться. То есть тут смотреть главное на, ну, прямо здесь и сейчас, да, вот все, что я могу сегодня сделать, допустим, я делаю в положительном ключе, имеется в виду. Вот, то есть испытывая вот эти вот приятные ощущения. Просто. Ну, Когда это требуешь, ждешь, Она придёт естественно, ты это хочешь получить в краткосрочных моментах. Но это так не Ты бывает. сделал действие такой, а где моя любовь, а где отдача? А ее не будет сразу. И ты расстраиваешься, естественно. А Да. так, если делать, ну, все, как бы. Чтобы все шло своим чередом. То есть это все постепенно нарастает, оно само по себе нарастает. То есть, Формируется из рутины, которая происходит. Да? Вы за этот год сильно устали, ребят? Нет. Ну, осталось присутствовать. Но она всегда присутствует, не только за этот год. За прошлые года я тоже устала. Мне, наоборот, как-то легче стало, что ли. Не знаю. Но мы стали активнее. Да. Намного. Не пожалели о том, что вы сделали? Нет, Нет, ни чуточку. вообще, нисколько. Мы рады, что в тот момент мы приняли именно такое решение. Потому что все складывается вот череда события связаны друг с другом, как цепочка какая-то. Ребят, скажите, что самое главное в приемном родительстве, как вы считаете? Не надо бояться. Ну, главное, тут очень, на самом деле, все разно, по-разному. Да. Прислушиваться именно к чувству, вот то, что в данный момент ты испытываешь, допустим, смотря на ту ситуацию, которую либо представляешь, либо уже имеется, но и исследовать этому чувству. Также скоропостижно, грубо говоря, не принимать какие-то решения, Да, если ты скоропостижных выводов именно уставший, без ресурсов, когда ты это принимаешь решение, ну, допустим, вот вы, в бытовых условиях поругались с супругой, допустим, и все остальное такое, вот здесь лучше остынуть, дать друг другу немного времени,
Вот. И, На холодную голову все то делать. есть, да, когда уже остыли, допустим, накопили вот эти какие-то И вот ресурсы, к энергию. мамочкам такой вот совет, наверное, я для себя его взяла. Если очень сильно хочется, чтобы не принимать импульсивных решений, как у женщин это часто бывает, нужно время. Вот если на протяжении 2-3 месяцев желание никуда не делось, значит, оно истинное. Если все-таки на протяжении времени оно куда-то развеялось, то значит, нужно еще подумать. Ну, я вот себя проверяю так. Временем. Эти родители сделали невозможное, чтобы подарить Лере дом и любовь. Сейчас они очень нуждаются в нашей поддержке. Один раз в несколько месяцев Лера проходит реабилитацию в частной клинике «Три сестры». После первой реабилитации Лера смогла пойти. Представляете, это же большая надежда для всей семьи. Но лечение требует значительных средств. Я сейчас здесь оставляю номер карты в описании к видео и надеюсь, что неравнодушные люди откликнутся и переведут любую сумму. Спасибо вам, друзья, и до встречи на следующей неделе.